все заставлено велосипедами. Страшный сон. Меня сейчас отругала здесь местная бабушка. Вообще, конечно, очень круто то, что можно ездить здесь по новым районам Копенгагена и просто изучать современную архитектуру. Такая вот потрясающая застройка для того, чтобы жить как в сказке. Друзья, в очередной раз мы сейчас будем смотреть новые районы Копенгагена. Здесь сегодня какой-то просто невероятный ураган. Я извиняюсь, если будет плохой звук, но ничего не сделаешь. Я думаю, ради красоты вы потерпите. Итак, новые районы Копенгагена. Смотрите, как они сделали канаву. Сделали вдоль дороги, куда уходит вода из водосточных труб. Такое интересное решение. Они это классно вымостили брусчаточкой. Кстати, что круто, в Дании, особенно вот в Копенгагене, у них очень красивые водосточные люки. Смотрите. Еще один двор. Все заставлено велосипедами. Это вот как у нас дворы заставлены машинами. Такой страшный сон. Это не круто. Это не то, что я показываю, что нужно брать пример. Это как раз тот самый случай, когда нужно начинать регулировать как-то парковку велосипедов, потому что то, какое их здесь количество и как они здесь стоят во дворах, это уже является проблемой. Посмотрите, вот в этом дворе половину двора занимает двухуровневая велопарковка для велосипедов. И все равно их здесь столько, что почему-то, во-первых, не все ставят эти велосипеды на парковку, но их слишком много. И мы сейчас подъезжаем к одному из самых интересных проектов. Это дом-гора. Он такой треугольный, террасами спускаются жилые блоки. Интересен он тем, что здесь только два жилых этажа, да, получается фактически два, такие там двухуровневые квартиры, а все остальное это парковка. Отделан металлическими панелями с перфорацией. Сейчас заедем. Вот весь дом, который мы видим, это многоуровневая парковка. Вот так вот выглядит дом изнутри. Вот это вот коридоры, и из этих коридоров уже входы в квартиры. А квартиры сверху с такими террасами, и все они над паркингом. А надземная парковка сегодня для города, конечно, это большая проблема, как и вообще вся автомобильная инфраструктура, потому что никто не хочет у себя под окнами видеть уродливые паркинги, никто не хочет смотреть на парковки, никто не хочет жить под эстакадой или с видом на эстакаду. И все любят природу. Поэтому многоуровневые парковки, которые, без них не обойтись, понятно, нужно где-то машины пока складывать. И вот многоуровневые парковки в Европе очень сложно и интересно декорируют. Например, вот так. При этом, опять же, обратите внимание, что декорируют многоуровневые парковки, опять же, чтобы они сливались с природой. То есть в данном случае фасад парковки обшили металлическими перфорированными панелями с принтом каких-то горных вершин. Вот это вот наклонный лифт. И этот лифт ходит между этажами. То есть если мы сейчас поднимемся с вами на самый верх, то по этому наклонному лифту сможем спуститься вниз. И вот так вот этот дом-парковка выглядит с конца, куда спускаются террасами все эти жилые уровни двухэтажные. И здесь вот видны торцы этих деревянных террас, которые формируют крышу этого дома. А еще один очень необычный жилой дом с такими балконами, очень острыми, в виде шипов. И первого этажа здесь нету. На первом этаже здесь велопарковка. Здесь какое-то искусственное покрытие. И даже есть такая стенка для скалолазания. А вот здесь вот есть такой классный уличный гриль огромный. Что еще интересно, вот это вот эстакада, по которой идет железнодорожная ветка, которая связывает этот район с центром Копенгагена. Здесь искусственный канал с невероятно прозрачной водой, то есть вода просто кристально чистая. И сделана такая вот классная набережная. Здесь все вымощено гранитом, высажены деревья. И посмотрите, каждый дом разный. Это просто чудо. Нам сложно
это понять, потому что у нас, если делают какой-то проект, даже если этот проект удачный, его начинают дальше активно тиражировать. Здесь же вот каждый дом делают разным. А вот этот вот жилой район, его построили 15 лет назад. Я про него давным-давно уже делал репортаж в блоге, тогда еще не снимал видео. И тогда у меня в блоге он произвел просто фурор. Да, круто, когда, конечно, все это смотришь и понимаешь, что вот этому всему 15 лет. Такие комнаты для раздельного сбора мусора, выход с первых этажей. И есть такие кладовки. Это, кстати, крутая тема. Смотрите, вот эти черные такие блоки, это кладовки у первых этажей. Ну и опять очень значительную часть во дворе занимают велопарковки. И нет машин. Как вот они живут без машины под окном? Непонятно. Ну и велопарковки тоже так декорированы черным деревом, как и кладовки у жителей первых этажей. Мы продолжаем наслаждаться новыми районами Копенгагена. Приехал совсем на окраину. Вот тут уже такая свежая застройка. И обратите внимание, сколько этажей. Конечно же, во всех новых районах проложены велодорожки, хорошо сделаны парковки. Так вот выглядят проезды между домами. Видите, есть четырехэтажные дома, все дома разные типы. Есть дома многоквартирные, есть таунхаусы. И это вот то, что должно быть в хорошем районе. Посмотрите, как они работают с водой. У каждой квартиры отдельный выход. Здесь вообще такое заглубление и такие задние дворы, это таунхаусы. И вот у каждого такой большой задний двор. Кто-то сделал себе там террасу, кто-то выращивает малину. Можно безопасно отпускать детей, ведь никто не убирает игрушки. Это детские велосипеды просто оставлены, смородина растет. Смотрите, какая. Видите, вот вообще двухэтажные вот какие-то домики. Такая вот потрясающая застройка. Для того, чтобы жить как в сказке. Вот поэтому у датчан высокий уровень счастья у населения, высокий уровень жизни. Я смотрю на это все и завидую, что у нас таких районов, конечно, не встретишь. Полностью все открытое. Посмотрите, нету ни бордюров, ни заборов, ничего. Каждый дом открыт. Везде какие-то травы, кусты. То есть тут очень много такой настоящей природы. Это школа. Это стадион около школы. И, конечно же, около школы огромная велопарковка, потому что большинство детей, они до школы добираются самостоятельно на велосипедах. Ну, детская площадка, понятно, она вся из таких естественных материалов. Здесь вот среди деревьев какие-то бревна, разные элементы. В общем, все сделано для того, чтобы на этой площадке было интересно играть, чтобы она развивала детей, учила детей, провоцировала их на какие-то игры, что-то придумывать. И вот граница, все, кончился город, и начинаются поля и лес. Вот мы с вами, видите, дошли до конца. А здесь вот продолжает строиться жилье. Смотрите, какое классное здесь благоустройство. Они сделали на земле такие бетонные плиты. И сквозь эти плиты на холмах растут растения. Вот здесь все сюда опускается, и вода здесь, естественно, уходит через специальный здесь дренаж. И вода дальше уходит, попадает в ливневую канализацию. Здесь есть решетки. То есть я не знаю, как это выглядит на видео, но в жизни это выглядит просто потрясающе, можете мне поверить. Класс. Вот это детский сад. Никто не стеклит балконы. Как они вообще живут? Вот классный дизайн дома. Посмотрите. Такие балконы, выступающие неровной формы. Но и опять же, кто-то может мне возразить, почему такие яркие цвета. Я же против ярких цветов. Здесь нужно понимать, что это единственный здесь яркий дом. И он такой единственный необычного дизайна. И когда он один, в этом нет ничего страшного. То есть он может быть таким ярким пятном,
стоять среди такой довольно нейтральной застройки. Проблема в том, что когда целый район такие, вот если бы они взяли, наверное, целый район и растиражировали бы этот дом здесь повсюду, это была бы проблемой. А когда он один, это не проблема. А вот это вот, друзья, знаменитый дом «Восьмерка». Этот дом сделан в виде восьмерки. Очень крутой проект, он тоже не новый, ему уже лет 10, но до сих пор круто смотрится. Можно заехать по центру этой восьмерки, вот где они стыкуются, эти две части, проход. И вот есть два двора. Один двор — это такие вот холмы. Прошло 10 лет, и, как видно, с газоном ничего не случилось. Вот этот двор по-прежнему хорош, как и в начале. Это вот первая часть восьмерки. И сейчас мы заедем во вторую часть. И вот вторая часть. Вторая часть уже такая более человечная. Здесь есть лавочки, здесь есть какие-то вот такие пенечки бетонные, с которыми можно что-то делать. У каждой квартиры есть отдельный вход и такой небольшой участочек, где они расставляют там свои грили. Опять же, обратите внимание, что за 10 лет, как этот дом построили, никто себе там не застеклил балконы. Никто ничего не испортил, то есть дом по-прежнему выглядит, как будто его только сдали. Так вот выглядит крыша этого дома. Здесь у жителей небольшая терраса, а вот дальше уже все заканчивается. Уже поля, леса и коровки. Вот за это я люблю Данию, потому что тут совершенно... неожиданно, граница города, вот граница города, все, последний дом, прудик, и все, видите, там уже вон коровки на лугу пасутся, лес и такая просто дикая девственная природа. Вот туда уже, кажется, километры и больше ни одной живой души. А вот здесь идет лестница, там есть лифты, а с этой стороны вот идет лестница, по которой люди забираются вот в свои квартиры. Можно добраться пешком, конечно, есть там внутренний лифт. И опять же, вот это все, это такие терраски, у каждой квартиры террасы, они закрыты вот от посторонних глаз, поэтому мы с вами не сможем посмотреть, чем там люди у себя на террасках занимаются. Раньше там можно было по этой лестнице пройти, но сейчас там висит цепочка, написано, что уважайте нашу privacy. А раньше я ходил по этой лестнице и заглядывал людям на терраски. Поскольку этот дом же он находится в Копенгагене, а Копенгаген у нас самый велосипедный город мира, и это не может быть просто дом. Это дом, в котором есть велодорожка, по которой вы можете добраться до 11 этажа. Понимаете, да? На велосипеде заезжаете в свою квартиру на 11 этаже. Меня сейчас отругала здесь местная бабушка, которая сказала, что запрещено здесь на велосипедах кататься. Я объяснил, что мне нужно снять красивое видео, что я влюбился в их дом. На что бабушка мне пожаловалась: вот вы снимаете наш красивый дом, а у нас здесь нету отбоя от туристов. Нам здесь уходят и ходят, фотографируют и фотографируют. Поэтому давай-ка, дружок, уезжай отсюда. И не надо про этот дом никому рассказывать. Вот. Но я надеюсь, бабушка не сильно расстроится, что я рассказал вам про этот дом, потому что дом крутейший. И приношу извинения всем жителям этого дома, что я нарушил правила и проехал здесь на велосипеде. Я думаю, это уже этаж 10. Видите, все эти пандусы, которые идут снизу. Под домом есть большая велопарковка. И там вот у каждой квартирки есть терраса. Мы забираемся все выше и выше. Хорошо, что у меня электрический велосипед. И вот он, конец Копенгагена. Все. Бескрайние поля, коровки пасутся. Здесь можно сейчас сесть на велосипед и поехать в лес. Конец, все, вообще ничего нет. Потрясающе. Напишите, как вам этот дом. Дом «Восьмерка». Один из самых необычных новых домов в Копенгагене.